Всем привет! В одном из своих видео я представлял старенькую бесшумную видеокарту 8600 GT, которая неплохо заработала в Windows 10. Здесь я хочу рассмотреть видюшку 7600 GT, вышедшую немного ранее. Она является безвентиляторной, но как с передней стороны, так и задней на ней установлены радиаторы, соединенные между собой теплоотводящей трубкой, из-за чего она выглядит массивней. При этом на ней уже меняли конденсатор и грели графический чип, так как она артефачила. Посмотрим, удастся ли ее запустить на материнской плате с сокетом 1151 и будет ли она работать на 64-битной десятке. Включив компьютер, изображение на экране монитора появилось, а спустя некоторое время операционная система тоже заработала. Для корректного функционирования карты Windows я установил данный драйвер. В диспетчере устройств видюшка отображается без каких-либо ошибок. Как оказалось, видеопамять у нее GDDR3 объемом 256 мегабайт. Дефолтная частота процессора всего 560 МГц, а памяти 700. При этом максимальное разрешение, которое она может выдать, 2480 на 1536. Если посмотреть в MSI Afterburner, то температура карточки в холостом режиме составляет порядка 66 градусов. Посмотрим, как покажет себя графический адаптер Furmark. Запускаю тест, и как можно видеть, окно программы черное. Подождав так еще немного, к сожалению, ничего не изменилось. Попробую запустить Need for Speed Underground 2. В целом игра загружается. Далее, перейдя в настройки графики, для данного разрешения выставляю максимальные параметры. Сохранив их, перехожу в игровой процесс. В результате FPS не превышает 20. Причем временами наблюдается небольшое подтормаживание. Если посмотреть температуру карточки, то в некоторых моментах она составила 73 градуса. Интересный момент, который я заметил, это то, что если нажать на клавишу пуск, выводимая информация отображается не совсем корректно. При просмотре вживую меню выглядит прозрачным. Аналогичная ситуация происходит, если зайти в параметры системы. Поэтому я решил отключить визуальные эффекты в операционке, но, к сожалению, это не помогло. В целом, данная видюшка более-менее работает в 64-битной десятке, но с указанными отклонениями. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.